Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать касательно прохождения квеста «Погребенное королевство». Ну и еще, как его, собственно, открыть, потому что это скрытый квест. Так вот, путешествие по локации вот этой огроменной холоденной горы вы найдете один из 3. После чего активируется сам квест. Вот, допустим, древний дневник исследователя, часть 3. Журнал исследователя, найденный в лагере на солнечной стороне драконьего хребета. Похоже, что его автор был одним из аристократов, который когда-то правил Манштатом. Вот найдете такой, либо остальные, автоматически стартует квест, нужно найти остальные 2. А обо всем подробнее далее. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. В общем, вот как выглядит данный квестик «Погребенное королевство». По словам Стивенсона, эти дневники принадлежат аристократам Манштата, которые жили еще до эпохи Order of Avernus, и отправились исследовать драконий хребет. Если тщательно изучить записи, вероятно, удастся узнать, где побывали исследователи. Понятно, ясно, понятно. В общем, нам показано, куда идти. И смотрите, первое место находится вот примерно в этом месте. Нужно нам спуститься туда. И нам нужен будет агатик красненький, в размере 1 штуки. Но они, благо, тут есть. Черт, я вот упал. Тут можно погреться, если вы перемерзнете. Сбиваете красный агат. Или алый агат, как он там. И тихо. Алый кварц. Идете сюда. Здесь у вас будет огромнейшая, ледяная стена. Вы просто его используете и все. И идете дальше. И тут уже все будет то, что вам нужно. Но тут уже ничего этого нет, потому что княженцию-то я забрал. Ну и сундучок, который я почему-то не взял. Теперь идем в другие места. Следующая точка у нас будет вот это. Но говорю сразу, ребята, тут скорее всего будет какая-то, ну даже не скорее всего, а будет головоломка, на которой нужно будет подумать, и она будет не в один этап. Да. Пожалуйста. Нам нужно активировать с помощью Фей эти штуки. Давайте разбираться. Ну, допустим, пойдем по самому простому, мы просто запустим фею, да? Теперь здесь тепло, и все хорошо, все прекрасно, но нужно сделать так, чтобы все это проработало. Потому что та уже выключилась, как вы можете заметить. Нужно, чтобы это все заработало одновременно. Ой, слушайте, это было проще, чем я думал. Так, следующий уровень. Не совсем понятно, что сейчас будет, но, допустим, давайте. Это тоже одно из мест, которое вам отметил Стивенс. Так, хорошо. Нет, не получается. Нужно, чтобы они остановились и включить их поочередно. Допустим, начнем с этой. Подождем, пока она включит следующую. Теперь этот. И вот этот. Я не знаю, получится, не получится. Ну, примерно суть вы поняли. Нужно, получается... как бы это сделать? Хорошо. Давайте просто будем идти потихонечку навстречу их. То есть вот так. Вот так. И вот так. Отлично. А теперь у нас тут есть маленькая проблема. Сейчас я с ним быстренько ускорюсь, я думаю... Ой, ускорюсь, справлюсь, думаю, проблем не будет, да. Ему нужно стрелять вот по этим вот частям. Иди-ка сюда, здоровяк. Блин, задевает. Ну открой хоть что-нибудь. Ну, знаешь, так разберемся. Ай-яй-яй, тяжело, больно. Прям реально больно. Так, где моя еда? Ладно, это все я сейчас ускорю, чтобы вас не мучить.
Разобрались. Пошли смотреть, что у нас там. Так, тут у нас драгоценный сундучок. Нормально. Нормально. Есть. Это дневник, который мы искали. Что там написано, пойман не терпится прочесть. Мы прочтем их, ребята, все вместе, когда найдем все остальные. Это у нас получается вторая часть. И тут у нас есть кварц. Или как он там, вечно забываю его название. И есть лед. Может, тут что-то есть еще? Во сне увидел черного, как смоль дракона, который заслонил собой солнце. Дурное предзнаменование в тот же месяц чужестранец. Эта камень табличка тоже засветилась. Фиг его знает. Может, есть какие-то квесты с этими табличками? Ну да ладно, идем в следующее место. Ну, в общем, статуя 7 архонтов. В общем, это статуя 7 архонтов. У нас вот здесь вот. И от нее давайте следовать. Показывает куда-то туда. Ну ладно, погнали. Ничего не пропускаем глазками. Это тоже одно из мест, отмеченных Стивенсоном. Его душа — звездное серебро, кости его навладеть мока, разбущий лед, чужестранец и мунлакур. Ладно, у нас тут что-то вот блестит. И... А вот и дневник, который мы искали. Как он здесь оказался? Впрочем, не важно, что там написано. Блин, я думал, будет сложнее. Что-то как-то прям... Ну, простенько, что ли. Давайте перейдем к дневникам. Ну... Давайте читать. Так, это у нас первый. Давайте-ка. Погода сегодня по-прежнему ужасна, хотя метель поутихла, но снег до сих пор летит в глаза и не видно низги. Мне вспоминаются описания из древнего стихотворения, которое мне когда-то довелось прочитать. Поэт сравнивал бушующую метель с танцем белого клинка. Но, как однажды сказал господин Ландрих, с какими бы трудностями вы ни встречались, все равно нужно двигаться вперед. Мы должны вернуться в Манштадт и принести с собой множество археологических находок. Только так я смогу оправдать ожидания господина Ландриха и упрочить имя клана. Только так можно умерить смутные волнения, что создают вздорные бунтовщики. Из-за надписи мы решили не идти в подземелье юго-западных руин, как планировалось изначально, а вместо этого исследовать тайную комнату, запертой дверью. Согласно расшифровке господина Эберхарта, там должны храниться древние фрески и оружие, выкованное из звездного серебра. Если он прав, то это может стать самой значимой археологической находкой за последние несколько десятков лет. По крайней мере, так говорит господин Ингберт. Но мое сердце все еще скорбит по товарищам, которых мы потеряли несколько дней назад в метели. Хорошо бы они действительно были теми с детства закаленными потомками аристократов, как описывали их господин Ингберт, чтобы они смогли сами преодолеть этот путь и вернуться в лагерь. Вскоре мы отправимся из лагеря на солнечной стороне к руинам, чтобы исследовать их поглубже. Перед тем, как мы войдем, следует хорошо убедиться в целостности конструкции этих руин. Так, это получается первая часть, и она была там, где лед, если я все правильно понял. Но почему я получил ее сейчас, потому что там я получил вторую. Странно. Давайте смотреть следующий дневник. Так, подожди, у них разное описание. Подожди-ка, журнал «Исследований, найденный в руинах с круглой дверью». Похоже, что его автор... понятно, я понял. Значит, я перепутал. Так. Покрытых льдом. Понятно. Это который мы нашли, получается, там, где феи как раз. Давайте читать. Боюсь, что из-за постигшей нас трагедии восстановить мой дневник будет невозможно. Очень жаль терять записи о проделанных исследованиях, но условия здесь слишком опасные. В конце концов, мы просто не сможем открыть те ворота и древние фрески оружия, которое так жаждет увидеть господин Ингберт. Все пропало. Вернувшись в лагерь на солнечной стороне, мне пришлось признать, что коллеги, с которыми нас разделила метель, так и не вернулись. Хотя надежды мало... Слушай, получается, это та дверь, у которой я сейчас стою, или что? Хотя надежды мало, но все, что остается, это ждать и верить, что они уже спустились с горы и вернулись за нами с припасами. Потому что наши запасы еды очень скоро закончатся. Хотя говорить так, возможно, слишком жестко, но обвал, случившийся перед тайной комнатой с круглой дверью, лишил нас не только Ника, но и топлива с провизией, которое он нес на себе. Я настойчиво говорил, что нам сначала следует убедиться в целостности этих руин, и я точно помню, что говорил ему. Возможно, испытания последних дней очерствили мою душу, а возможно, так влияет на человека безнадежность. Это заставляет лишь сильнее уважать господина Эберхарта. Даже столкнувшись с такой ситуацией, он сохраняет спокойствие и здравый ум. Возможно,
В этом и заключается дух истинного аристократа. Господин Ландрих действительно не ошибся в нем. Даже будучи внебрачным ребенком, он вполне готов к роли аристократа, даже больше, чем большинство других аристократов. Как только вьюга успокоится, мы спустимся в подземелье юго-западных руин. Я так понимаю, вьюга — это которую я снял, поднявшись на вершину. Ну, там есть один квест, он долгий, довольно долгий, но там прикольно. Так, как предположил Эберхард, судя по тому, что расшифровал, там могло сохраниться что-то очень ценное. Хотя это звучит невероятно, но местный лютый мороз может веками хранить вещи такими, какими они были во времена своей эпохи. Я не могу обмануть ожиданий своих товарищей, пусть даже они уже мертвы. И что важнее всего, нельзя подводить господина Ландриха, иначе мне, скорее всего, придется сойтись с чудовищами на гладиаторской арене. Даже если удастся одолеть чудовищ, мне придется разделить судьбу раба Эберхарта и пасть от меча рыжеволосой бестии, что служит клану Лоуренсов. Ну и переходим к третьему. Драконьего хребта, похоже, что автор был одним так понятным. Эти пейзажи выглядят безжизненными из-за истории этого места, или история этого места такая мрачная из-за безжизненности местного пейзажа. Философ, блин. Возможно, из-за инцидента, случившегося во время исследования, мне в голову стали приходить подобные мысли. А может, кровопотеря и лютая стужа повлияли на мою психику. Как бы то ни было, я уверен, что делаю последнюю запись в этом дневнике. В конце концов, план Эберхарта провалился. Нет, вероятно, следует сказать, что он завершился успешно. Сейчас я ясно вижу смысл его действий, но до этого никто не догадался о его намерениях. Боюсь, когда мы разделились в пути, он нанес удар каждому из моих товарищей, обвал, произошедший перед тайной комнатой с круглой дверью, это тоже часть его плана. Но только в самом конце, когда он завел нас с господином Ингембертом в подземелье юго-западных руин и внезапно обнажил свое копье, мне все стало ясно. Все его разговоры о погребенной под снегом древней цивилизации и силах, обрушившихся с небес, были лишь средством достижения цели. Он знал, как Ингберт любил экспедиции и приключения, и использовал эту слабость, чтобы заманить его в уединенное место, где ему никто не смог бы помочь. В конце концов, на то и не внебрачный сын. Он тайно практиковался в бою с копьем, оружием, недостойным аристократа, для единственной цели поразить своего господина и убрать очередную преграду на пути к становлению главой клана. Если так думать, то это он толкнул юного господина Парсифаля на непокорность, на его игры в благородного разбойника и, наконец, на бегство. Вид Ингберта зенного его копьем останется в моей памяти навсегда. Мы ведь росли вместе, но никто из нас не смог разглядеть в нем монстра, скрытого за образом спокойного и дружелюбного человека. Изначально Ландрих и так собирался даровать ему титул в клане после того, как мы вернемся из экспедиции. Может быть, если бы он знал о его планах, все бы обернулось по-другому. А может, именно узнав планы господина, он не удержался от того, чтобы вот так продвинуться в звании. Прости меня, Присцилла, я не смогу вернуться в Манштадт. Кто бы ни читал дневник, прошу предупредить Ландриха. Эберхард тоже был тяжело ранен, но я все еще верю, что он сможет добраться до Манштадта. Если он вернется в Манштадт, на его пути к мятежу останется лишь одно препятствие. Ну чё, относим эти вещи к Стивенсону? Это, если что, паренек, вот, который тут находится. Вот тут вот. Археолог или ученый, кто он там, фиг его знает. Несем. Вот наш клиент. Пойдем-ка, поговорим с ним. Эх, по-моему, прошу прощения, это я так мыслю вслух. По поводу дневников. Ты нашел недостающие дневники, великолепно. Позволь взглянуть. Ого, ничего себе, погоди, если все это правда, что там? Ой, прости, меня увлек поток мыслей. Спасибо тебе, для истории эти дневники бесценны. Общедоступные материалы лишь вскользь упоминают об этой загадочной группе исследователей-аристократов, совсем не углубляясь в подробности. Эти дневники позволяют заполнить значительную брешь в исторических записях. Теперь понятно, почему об исследованиях написано так мало, а имеющиеся источники не заходят дальше момента их выхода в горы. Ну, я тоже немного разобрался. Да, для полной ясности не хватает нескольких деталей, но общая картина ясна. Пайман ничего не понимает. Судя по результату экспедиции, или вернее его отсутствию, в Манштадт ни один из исследователей не вернулся, но из найденных тобой дневников следует, что один человек по имени Эберхард все-таки мог вернуться. Однако в архивах Манштадта о его возвращении ни слова, поэтому вопрос остается открытым, куда он подевался. Еще столько всего придется выяснить. В любом случае, эти записи чрезвычайно ценны. Я невероятно тебе благодарен, вот награда за твои труды. Если во время походов по горам тебе удастся найти еще какие-нибудь книги или записи, прошу, занеси их мне на обратном пути. Куда же ты мог подеваться, Эберхард? Миссия выполнена. Ну, задание. Конечно же, задание.
Камни истока, Мора 40 тысяч. Ну, нормально, нормально, нормально. Сколько же тут различных интересных квестов, которые скрыты, да и не только скрыты, с которыми могут быть проблемы, которые легкие. В общем, я постепенно буду все это дело для вас освещать, чтобы у вас не было проблем с данной игрой. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact. И я не помню, то ли 22, то ли 23 видео, их было мало, но сейчас, ребята, буду в ускоренном темпе записывать и еще раз записывать, так что не пропустите. Плюс, эта игра не основная игра данного канала, основная там и Light Dangerous, Factoria, по ним тоже есть плейлисты, там обзоры, гайды, стримы. Также там и по Киберпанку, и по Вальхейму, и по Satisfactory, и прохождение различных хорроров, в общем, куча всего интересного. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также, в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть в тот же самый Genshin, в CS-ку, в дотку. Ребята, я сам играю в довольно различное количество игр, как по жанрам они отличаются, ну и так далее, так что не осуждаю. Плюс, пожалуйста, пишите, какие видео вы хотите увидеть на этом канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Да, я сейчас тоже спать пойду, наверное.